Эмма медленно прошла по просторной гостиной своего дома в Чикаго. Пол из холодного гранита будто впитывал тепло из ее тела. Когда-то здесь звучал смех, играла музыка, пахло свежим кофе и цветами. Теперь все казалось мертвым, как музей без жизни. Ее муж, Дэниел, успешный застройщик, владелец крупной компании, давно перестал быть тем человеком, которого она полюбила. За его безупречной улыбкой скрывались раздражение и ледяное равнодушие. Каждый день Эмма жила в ожидании вспышки из-за не вовремя сказанного слова или оставленной на столе чашки. Она все чаще смотрела в зеркало и видела усталую женщину, потерявшую себя. Когда-то гордилась своей жизнью, но теперь боялась даже дышать громко. Все изменилось в тот вечер, когда она, стоя у окна, почувствовала легкий толчок под ладонью. Внутри нее росла новая жизнь, и это стало ее опорой. Эмма понимала, что ради ребенка должна быть сильной. Но одной ночью, не выдержав, она взяла старый телефон и долго смотрела на контакт папа. Когда-то ее отец, Джордж Миллер, предупреждал, что Дэниел не тот человек, которому стоит доверять. Годы прошли, и его слова стали звучать в голове как истина, к которой она пришла слишком поздно. Когда Джордж услышал дрожащий голос дочери, он понял, пора действовать. Сидя в офисе на верхнем этаже делового центра, он хладнокровно просматривал отчеты о компании Дэниела. За фасадом идеального бизнеса скрывались махинации, долги и фальшивые сделки. Все, что когда-то казалось прочным, оказалось иллюзией. Ночь превратилась в череду звонков и электронных писем. К рассвету у Дэниела больше не осталось ни активов, ни связей, ни власти. Мир, построенный на обмане, начал рушиться. Джордж долго смотрел на фотографию дочери. На ней она была еще подростком, смеющейся и счастливой. Теперь он сделал то, что должен был сделать много лет назад — защитил ее. Когда первые лучи солнца коснулись крыш Чикаго, Эмма сидела у окна, чувствуя, как в груди впервые за долгое время стало спокойно. Она не знала, что произошло, но понимала, ее жизнь изменилась навсегда. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.